Научные исследования, наблюдения за потребителями и мой собственный опыт опровергают этот миф, демонстрируя как физический, так и психический вред от употребления марихуаны. Поговорим о физическом. Как и курение сигарет, курение марихуаны наносит прямое повреждение дыхательным путям и легким. Например, хроническое курение связано с развитием симптомов хронического бронхита. Это кашель, выделение мокроты, хрипы. А при отказе от курения симптомы исчезают, что указывает на прямую связь с употреблением конопли. Длительное воздействие дыма приводит к гиперинфляции легких и повышению сопротивления крупных дыхательных путей, что отражается в росте жизненной емкости при отсутствии значимого падения объема выдоха за секунду, признак гиперинфляции и так называемого надсадного дыхания, а также повреждение кровеносных сосудов и рубцовые изменения мелких бронхов. И, конечно же, рак легких никто не отменял. Психический вред. Во-первых, риск психозов и шизофрении. Метаанализ 10 когортных и кросс-секторных исследований с участием более 66 тысяч человек показал, постоянное употребление марихуаны увеличивает риск развития шизофрении и других психотических расстройств почти в 4 раза по сравнению с некурящими. Даже средний уровень употребления дает двукратный рост риска психоза. Во-вторых, нарушение настроения, депрессия и тревожность. Метаанализ 7 проспективных исследований показал, что подростковое употребление марихуаны увеличивает риск развития большого депрессивного расстройства в молодом возрасте аж на 40% по сравнению с некурящими. Суицидальные мысли у подростков и молодых людей возникают в 1,5 раза чаще, а риск попытки суицида возрастает более чем в 3 раза. Гормональный дисбаланс. Исследования демонстрируют множественные эффекты каннабиса на различные эндокринные системы организма. Например, у мужчин наиболее выраженное влияние тетрагидроканнабинола проявляется в подавлении мужской репродуктивной функции. У женщин каннабис оказывает серьезное воздействие на менструальный цикл и овуляцию. Исследования показали, что употребление марихуаны даже 3 раза в неделю может привести к нарушениям менструального цикла и изменениям в репродуктивных гормонах. ТГК подавляет овуляцию за счет снижения уровня лютеинизирующего гормона, он необходим для всего этого процесса. В целом, каннабис может нарушать функцию яичников, влиять на имплантацию эмбриона и снижать фертильность. И, конечно, другой вред – это жизнь, которая проходит мимо тебя. Ведь если ты куришь для того, чтобы тебе стало весело в местах, где тебе не весело, то ты рискуешь навсегда упустить шанс побывать в местах, в которых тебе будет весело по-настоящему. Иными словами, пока ты куришь, ты довольствуешься иллюзией счастья, упуская шанс прикоснуться к настоящему. Таким образом, натуральность марихуаны не исключает ее вредоносного воздействия. Курительный дым повреждает легкие, тетрагидроканнабинол нарушает гормональный баланс, а регулярное и особенно раннее употребление повышает риски психоза, депрессии и тревожности, что значительно снижает качество жизни. Есть десятки, а может сотни других натуральных растений, употребление которых тоже закончится для человека отравлением, а в некоторых случаях даже смертью. Да и, кстати говоря, урановая руда тоже природный компонент. Может, кто-нибудь хочет себе оберег на шею из радиоактивного камушка? Конопля – это растение, которое содержит психоактивное вещество – тетрагидроканнабинол. И при регулярном приеме в мозге формируется физическая зависимость. Это когда снижение концентрации каннабиноидов вызывает неприятные эмоциональные и вегетативные симптомы, такие как тревога, раздражительность, бессонница или головная боль. Новая доза снимает дискомфорт, классический механизм негативного подкрепления, и человек попадает в замкнутый цикл употребления. Сначала из-за привычки курить в определенных ситуациях или справляться с эмоциями, поржать, например, а позже из-за желания избежать абстиненции, считая при этом, что получает удовольствие, хотя фактически он просто не может длительно обходиться без вещества. Слепые тесты с участием курильщиков и некурильщиков марихуаны также показывают, что сама марихуана приятных ощущений не вызывает, пока ты к ней не привык. Синдром отмены каннабиса официально признан DSM-5. У постоянных курильщиков при попытке прекратить употребление появляются как минимум 3 симптома, сохраняющиеся до нескольких недель. Такие как нервозность, тревога, агрессия, раздражительность, бессонница, депрессия, потеря аппетита, беспокойство, физические симптомы, например, тремор, потливость или головная боль. Обычно симптомы проявляются в течение 1 недели после снижения дозы и могут сохраняться вплоть до нескольких недель. Метаанализы и нейробиологические исследования подтверждают, абстиненция активирует стресс-системы мозга, что усиливает дисфорию и вызывает рецидивы.
Давайте посмотрим, что происходит в реальности. При употреблении марихуаны риск попасть в ДТП увеличивается аж в 2 раза. Даже при минимальном уровне ТГК 2 нанограмма на миллилитр риск аварии все равно возрастает на 50%. К слову, после выкуривания косяка уровень ТГК в крови обычно достигает максимума, а это аж больше 100 нанограмм на миллилитр, в течение 15 минут. Затем он падает так, что примерно через 4 часа достигает необходимого безопасного так называемого для вождения уровня, это меньше 2 нанограмм на миллилитр. Но все равно, даже через 4 часа после курения сесть за руль в таком состоянии – это преступление. Но почему так происходит? Давайте разбираться. Это происходит из-за того, что марихуана, в частности ее активный компонент ТГК, влияет на мозг, нарушая работу областей, ответственных за внимание, реакцию, координацию и оценку рисков. Это приводит, естественно, к замедлению реакции, искажению восприятия времени и расстояния, а также ухудшению разделенного внимания, ключевых навыков для безопасного вождения. В одном исследовании 50% потребителей марихуаны считали, что их вождение не меняется, а 15% что даже улучшается, несмотря на объективные нарушения, такие как плохое удержание полосы или замедленная реакция. Все это создает ложное ощущение безопасности, когда человек игнорирует риски и переоценивает свои навыки. Аналогично, марихуана притупляет инстинкт самосохранения, снижая восприятие опасности и побуждая к рискованному поведению. Кстати, если хочешь больше полезной информации о зависимости, о вреде веществ или у тебя есть проблемы с наркотиками, переходи в мой телеграм-канал. Там я делюсь всей этой информацией полностью бесплатно. Основными первичными веществами, которые действительно приводят к более серьезным зависимостям, считаются алкоголь и сигареты. Алкоголь вызывает в мозге долгосрочное привыкание через изменения в системе удовольствия, а никотин подготавливает организм к более сильным веществам, влияя на работу генов. В одном большом исследовании среди 20 тысяч старшеклассников выяснилось, что 75% начали с алкоголя, затем перешли на курение и лишь потом попробовали каннабис и более тяжелые наркотики. Марихуана не дает такого же эффекта подготовки. В обзоре 4 групп исследователей, в общей сложности это около 15 тысяч человек, связь между употреблением каннабиса и последующим переходом на опиоиды практически исчезала, когда учитывались социальные и личные факторы. Сам факт того, что марихуана является нелегальным веществом, скорее создает психологический такой прыжок через закон для ее потребителей, что, конечно же, негативно сказывается на их самовосприятии и мировоззрении в целом. Однако, возвращаясь к теме, хочется сказать, статистика показывает, 89% тех, кто курит каннабис, никогда не переходят на героин. Для сравнения, дети, начавшие пить до 6 класса, вдвое чаще становятся зависимыми от опиоидов к 25 годам. В классическом эксперименте среди регулярных курильщиков каннабиса добровольцам предложили ингаляции 2 образцов, внешне неразличимых. Один экстракт тетрагидроканнабинола, другой инертный плацебо. Это растительные эфиры без ТГК. При этом исключили любой сопутствующий ритуал. Ни запаха тебе, ни ритуального оформления. И ни в одном из 3 замеров самоотчетов участники не показали статистически значимого повышения субъективного удовольствия и ощущения эйфории при приеме активного образца по сравнению с плацебо. Другое исследование провел профессор Аризонского университета Эндрю Вейл, еще будучи студентом Гарвардского университета, сам в те годы покуривавший марихуану. Среди участников эксперимента 8 были курильщиками марихуаны, а 9 были некурильщиками. И те, кто не имел предшествующих познаний о марихуане, чувствовали, что курят они нечто отличное от обычного табака. Однако они не получали кайфа и не оценивали воздействие курения как приятное. С объективной точки зрения, воздействие марихуаны на ее курильщиков и на незнакомых с ней людей было одинаковым. Тем не менее, субъективно испытываемое воздействие было совершенно разным. Результат подтвердил вывод социолога Говарда Бейкера, сделанный несколькими годами ранее. Хотя природное действие каннабиса не очень приятно, люди могут научиться высоко ценить вызываемые им необычные чувства. Более подробно смотри в ролике про марихуану. По моему мнению, говорит исследователь, лучшее название для марихуаны – активное плацебо, ибо это вещество, чье кажущееся воздействие на сознание является фактически эффектом плацебо в ответ на минимальное физиологическое действие. Фармакологи иногда используют активное плацебо в испытании препаратов. Например, никотиновая кислота, которая вызывает теплоту и прилив крови, в некоторых экспериментах сравнивалась с галлюциногенами.
Однако фармакологи не понимают, что все психоактивные препараты тоже активные плацебо, так как психические эффекты возникают из сознания в соответствии с настроем и обстановкой в ответ на физиологические связи. Таким образом, продолжает исследователь, для большинства курильщиков марихуаны совместное курение становится возможностью или предлогом для переживаний и ощущений, которые доступны любому человеку в любое время. Выводы Эндрю Вейла были поддержаны другими исследователями. После выполнения ряда работ психологи из Вашингтонского университета пришли к выводу. Результаты показывают, что предшествующее ощущение от вещества – это процесс социализации, где человек учится определять и обозначать влияние как кайф. Суждения о кайфе могут быть следствием истолкования, а не симптомов как таковых. Реакция на марихуану, по крайней мере частично, основана на фармакологии. Но истолкование симптомов, которое составляет реакцию в целом, является главным фактором, определяющим, испытывает ли человек кайф, или он просто забывчивый и легкомысленный. Все вышесказанное полностью подтверждает мои собственные выводы. Наркотики – это лекарства, которые лечат только своих постоянных потребителей. И только из-за того, что те физически и психически привыкли к постоянному отравлению. Среди современных мифов о каннабисе один из самых распространенных касается его предполагаемого положительного влияния на творческие способности. Этот миф особенно популярен в среде художников, музыкантов и других творческих личностей, которые утверждают, будто бы марихуана помогает им создавать более качественные произведения. Однако научные исследования рисуют совершенно иную картину, демонстрируя, что марихуана не только не улучшает творческие способности, но и существенно нарушает когнитивные функции, необходимые для создания качественного творческого продукта. Например, крупномасштабное исследование с участием более 1000 молодых людей показало, что у постоянных потребителей каннабиса наблюдается снижение активности мозга аж на 63% во время выполнения задач на рабочую память. Пораженные области включают префронтальную кору, зону, сильно важную для критического анализа и самооценки. Кстати, именно отсутствие критического мышления мешает человеку увидеть то, что у него проблемы с наркотиками. И как мы видим, сами наркотики усиливают это отсутствие. Как я уже сказал, больше информации о критическом мышлении и других аспектах зависимости у меня в телеграм-канале. Подписывайся, это бесплатно. Продолжим. Метаанализ нейровизуализационных исследований выявил устойчивое снижение активности передней поясной коры у потребителей каннабиса. Это нарушение особенно критично для творческого процесса, поскольку ППК, так называемая передняя поясная кора, отвечает за обнаружение ошибок в собственной работе, оценку качества творческих решений, корректировку творческого процесса на основе обратной связи, поддержание фокуса внимания на задаче. Исследования показывают, что потребители каннабиса демонстрируют значительно сниженную осведомленность об ошибках даже при сопоставимых поведенческих показателях, то есть они не замечают недостатков в своей работе, которые очевидны для трезвых наблюдателей. Ключевое исследование 2022 года, опубликованное в одном журнале по психологии, представило убедительные доказательства того, что каннабис не только не улучшает фактическую креативность, но и создает искаженное восприятие творческих способностей. В рандомизированном, контролируемом исследовании с участием более 300 человек участники, употреблявшие каннабис, оценивали свои идеи и идеи других как более креативные, чем они были на самом деле. Критически важно, что независимые эксперты, не знавшие о том, кто употреблял каннабис, не оценили идеи потребителей как более творческие. Это демонстрирует, что улучшение носит исключительно субъективный характер и не отражается в объективном качестве творческого продукта. Иными словами, марихуана отлучает ключевые центры префронтальной и передней поясной коры, нарушая критическое мышление и объективную самооценку, что дает иллюзию творческого подъема при объективном снижении качества работы. И эти нарушения создают иллюзию повышенной креативности, в то время как объективное качество творческой работы фактически снижается. Кстати говоря, после отказа от курения марихуаны многие творческие люди отмечают улучшение ясности мышления, способности к объективной критике и рост качества своих произведений, подчеркивая, что истинная креативность требует трезвой самооценки и четкого, несомненного контроля над творческим процессом. Кстати, один из таких людей был у меня на интервью, видео с ним можете посмотреть у меня на канале.
Как многие считают, что лекарства полезны для здоровья, так и марихуану часто называют полезной. Однако, проводя такую аналогию, мы понимаем принципиальную истину. Все лекарства полезны только для больных. Как пенталгин разрушает печень и желудок здорового человека, не давая никакой пользы, ведь голова у него если не болит, так и марихуана наносит лишь вред, без терапевтического эффекта тем, кто не нуждается в лечении. Полезными для здоровья являются витамины, минералы, белки, жиры, углеводы. Это вещества, необходимые для нормального функционирования организма. В дыме сгорающей марихуаны эти жизненно важные нутриенты полностью отсутствуют. Вместо питательных веществ организм получает токсичные соединения, которые повреждают ДНК, нарушают работу более 10 тысяч генов и наносят системный вред организму. Тетрагидроканнабинол имеет крайне узкий спектр научно доказанных медицинских применений. Тошнота при химиотерапии, потеря аппетита при СПИДе, спастичность при рассеянном склерозе и некоторые формы детской эпилепсии. Важно отметить, что каннабиноиды никогда не используются как терапия первой линии и назначаются только при неэффективности стандартных препаратов. При этом для каждого показания существуют более безопасные альтернативы. И то только в тех странах, в которых юридически марихуана разрешена. Мы к таким не относимся. Для здоровых людей марихуана представляет исключительно опасность. Риск сердечно-сосудистых заболеваний, когнитивные нарушения, потенциальное развитие психозов и наркотическая зависимость, а также жизнь, которая проходит мимо тебя. Настоящая польза для здоровья исходит от сбалансированного питания и здорового образа жизни, а не от психоактивных веществ, которые могут иметь какую-то ценность только для больных людей в исключительно медицинских целях и только в странах, где это вещество разрешено. А чем болен ты, раз употребляешь марихуану?